Сегодня у нас важная и нужная тема. Сколько трейдеры зарабатывают на бирже. Я продемонстрирую вам сразу свой пример. Покажу, сколько я зарабатываю на бирже. Здесь статистика, брокер пишет 2018 года, но по факту здесь статистика с 2019 года, с середины 2019 года. И получается, за 4 года я сумел заработать 910% на этом счете. Это один из моих торговых счетов. И поскольку он публичный, я, естественно, здесь особо не старался не рисковать. То есть я старался торговать очень умеренно, с соблюдением рисков, с выставлением стопов. Ну, понятное дело, совсем вот этим, что я обычно исповедую на своем канале. И это не просто так, потому что, ну, естественно, если я бы здесь сильно бы слился, это бы больно ударило по моей репутации. Так что, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, сколько зарабатывают трейдеры. Но сегодня мы пойдем немножечко дальше и копнем в эту кроличью нору, пустимся настолько глубоко, насколько вообще в целом это возможно. Если вы смотрите меня впервые, меня зовут Артем Звездин, сам я квалифицированный инвестор, аттестованный Банком России, имею аттестат ЦБ. Помимо этого я включен в реестр квал-инвесторов, ну, понятное дело. На бирже я торгую уже, получается, 15 лет, 2008 года. И позволило мне торговать так долго, это то, что я изначально знал, что такое риск-менеджмент, мани-менеджмент, слава богу. Это реально меня Бог спас. И по этой причине я не потерял полностью весь свой капитал ни в 2008 году, ни в 2014 году, ни в 2020 году, ни в 2022 году. И до сих пор остаюсь на плаву, слава богу. И я желаю вам, конечно же, того же. Во-первых, кто может стать трейдером? Под трейдером я подразумеваю сейчас человека, который умело, успешно зарабатывает на финансовых рынках, на разнице цен. Стать может кто угодно. У нас есть онлайн-школа, мы обучаем трейдеров. Я могу вам сказать, разброс профессий просто огромен, начиная от домохозяйки, кончая человеком там, с двумя инженерными образованиями, чуть ли не научная степень и так далее. То есть разброс людей огромный, а просто огромный. Ну, конечно, успеха во многом добиваются те, у которых есть предпринимательская жилка, кто ведет какой-то бизнес и так далее, либо просто имеет жилку. Вот они в основном очень быстро в этой сфере осваиваются и начинают зарабатывать. Но поверьте, за все это время я не нашел никакой корреляции. То есть мы 7 лет обучаем трейдеров. Это уже, ну, представляете, какая выборка студентов, да? За это время я не нашел никакой корреляции между тем наличием высшего образования у человека и его заработком, наличие экономического образования и его заработком, наличие там математического образования или математического склада ума и его заработком. Корреляции здесь я лично не увидел. И полагаю, что ее, скорее всего, здесь и нет. В то же самое время не стоит думать, что все трейдеры будут зарабатывать и так далее. Я вам немножко соврал, да? Есть определенные типы, которые трейдерами стать не могут. И есть и такие люди. То есть не каждый человек сможет стать трейдером, это факт. Как и любая другая профессия, требует усидчивости, терпения, неустанного труда, дисциплины, контроля своего азарта и так далее. Не каждому это подойдет. Ровно как и не каждый сможет стать врачом, учителем. Вот я, например, по одному образованию юрист. Ну и что, я работал юристом, как вы считаете? Нет, конечно. Конечно нет, потому что юриспруденция это не мое. Я знаю немножко законы, знаю, как они работают, но юриспруденция это не мое, вряд ли я когда-то юристом буду вообще в целом. В основном с трейдинга уходят люди, которые сюда пришли либо с завышенными ожиданиями, насмотрелись картинок от маркетологов, где стоит какой-нибудь там перец, максимум 19 лет, с дорогой машиной на фоне Дубая, там на спорткаре, рядом там девочки стоят и так далее. Это достижимая планка. Много трейдеров, вы видели мои счета, я показал секунду назад свои счета. Я могу себе это позволить хоть завтра. Почему же я это не делал, как вы считаете? Потому что люди, которые могут это сделать, так не делают. Потому что они понимают, что здесь не так все просто, как казалось бы. Не получится. Меня вот эта вот фраза прикалывает. Куда нажать, чтобы поднять бабла? Вот нажать, понимаете? Не получится так. Не получится. Придется упорно учиться. Мы для этого и школу сделали, чтобы люди, которые хотят зарабатывать, чтобы они этому учились, чтобы они становились трейдерами, чтобы они достигали успеха. Люди, которые понимают, которые уже выросли вот с этих вот бирюлек, выросли вот с этого школьного возраста, с пубертата, которые понимают, я взрослый человек, я взрослый мужчина. Если я чего-то хочу достичь, мне нужно, соответственно, учиться, мне нужно к этому идти, мне нужно набивать руку. Кто готов это принять, те добиваются успеха. Вот у них есть шанс.
у них есть шансы. Кто пришел сюда по-быстрому срубить бабла там, а сейчас шансов никаких. Никаких шансов нет. Поэтому я надеюсь, что вы взрослый мужчина, что у вас есть понимание, что вам придется немножечко поучиться. По-другому никак. Но если вы будете делать все правильно, будете слушать меня, делать так, как я вам говорю, либо будете просто сами обучаться. Хотя самообучение — это самое худшее, что здесь может быть. Но тем не менее, если вы будете делать все правильно, изначально, вы достигнете очень высоких уровней. Вопрос банально времени, если вы будете делать так, как я вам говорю. У вас не будет других шансов, других вариантов этого не достичь. Попросту нет других вариантов. Попросту нет. Вы все равно к этому придете. Это просто вопрос времени. У меня же получилось. Как и получается у кучи других людей. Почему вы думаете, что у вас не получится? И поверьте, здесь реально очень много денег. Каждый из вас может обеспечить себя, родственников, своих знакомых и т.д. Здесь реально очень много денег. Очень много. Вы себе даже не представляете, насколько много. Но к ним нужно дойти. Ларчик открывается непросто. К ним нужно дойти. Это все не так просто. Не получится нажать на кнопку «Заработать». К этому нужно дойти. Но если вы дойдете, вы просто будете потрясены результатом. Вы просто будете потрясены, насколько здесь куча денег. Насколько здесь много денег. Вы просто будете потрясены. Я не из богатой семьи. У меня были и долги в свое время. И мне, конечно, поначалу голову скружило. Количеством заработком я даже поверить... Я и сейчас даже вот где-то в глубине души до сих пор поверить в это не могу. Ну ладно, это, видимо, вот мой комплекс нищебродства. Но когда ты закрыл свои бытовые вопросы, как знаете в той поговорке, что делают люди, которые купили себе недвижимость и починили все зубы. Вот я купил себе недвижимость и починил все зубы. О чем же они мечтают? А на самом деле внутри трейдерского сообщества мы соревнуемся заработком. Кто сколько в процентах заработал. Это, знаете, как вот мериться членами, грубо говоря, вот то же самое. Кто-то дорогими автомобилями меряется, а мы меряемся размером заработка. Для торговли внутри дня вполне считается нормальным показателем 10%. И если вы будете торговать внутри дня, в среднем ориентируйтесь, что вы будете зарабатывать, пока вы начинающий, 2-5%. Как только вы набьете руку, как вы будете уже профессионально торговать, 10% вполне реально. И причем я бы не назвал это базовым минимумом и не назвал бы это максимумом. Это что-то среднее. Средний показатель по больнице. Вот 10% в месяц внутридневные трейдеры делают. Естественно, все зависит от рынка, в котором вы погружаетесь. Естественно, все зависит от вашего стиля, таланта и так далее. Но 10% это вот среднячок. Ориентируйтесь на эту цифру, я думаю, будет более чем достаточно. 10% в месяц, в год, это 120% годовых, не считая капитализации. Это ничего себе, это прям очень много. Причем, если вы думаете, что у вас нет денег, ну, понятное дело, там 120% со счета 10 миллионов, это, конечно, прям до хрена. А если вы пришли сюда со 100 тысячами, поверьте, у вас будет очень много инвесторов. Вы себе даже не представляете, очередь будет из инвесторов, из людей, которые будут вам давать деньги. Попробуйте сейчас мне предложить дать доверительное управление. Я вам откажу, знаете почему? Потому что уже нет физической возможности для этого. У вас будет точно так же. Просто вы к этому дойдете. Это нужно со временем, у вас будет это. Просто к этому нужно дойти. Просто дойдете. Торгуя среднесрочно, то есть делая пару сделок в неделю, 5% в месяц это средняк. То есть так делают большинство. Для долгосрока 30-40% в месяц при активном управлении, в год, прошу прощения, очень даже реально. Здесь важно сделать уточнение. Всегда, когда я говорю про доходность, мне пишут в комментариях, либо это слишком мало, либо это слишком много. Скажем так, вот то, что я говорю, это среднячок, при этом торгуется более-менее консервативно. То есть, где вероятность потерять свой депозит практически равна нулю. 100% не бывает так, чтобы там вы не потеряли, но практически равна нулю. Так как я, например, обучаю своих студентов, вот так как вы будете торговать, вы не будете терять деньги. Вы мне, наверное, скажете, ну как же так, ну вот все теряют деньги. Но вот как вы считаете, вот если бы все теряли деньги, стал бы я давать гарантию на свои курсы обучения защиты капитала, что если человек полностью теряет весь свой депозит, мы делаем ему возврат.
Но это было бы коммерчески невыгодно, если бы все деньги теряли, правда? Если 96% трейдеров сливались бы, ну я бы тогда бы разорился. Если бы мы каждому бы делали возвраты. Ну, согласитесь, это сумасшествие. Причем это все не на словах у меня, это все прописано в оферте. То есть, если человек по оферте теряет деньги, показывает, вот я потерял деньги по вашим знаниям, мы делаем ему возвраты. Как вы думаете, я бы стал так делать? Конечно же нет. Конечно бы не стал. Но мы это делаем, потому что потерять деньги, если вы торгуете консервативно с пониманием, что такое риск-менеджмент, мани-менеджмент, невозможно. И при такой торговле у вас получается, что вы, с одной стороны, нет вероятности потерять, условно говоря, она очень мала. Вероятность есть, но она очень мала. С другой стороны, у вас большая вероятность заработка. И за счет вот этого перекоса в сторону заработка вы выживаете в долгосроке. Вы зарабатываете на этом. Дальше дело не хитрое, но понятно, что если вы пришли сюда с небольшим счетом, вам будет хотеться рискнуть, потому что хочется побольше денег. Если со 100 тысяч 10%, ну это никуда не годится, понятное дело. Но в то же самое время, если вы думаете, что вопрос просто капитала, вот я сейчас начну там разгонять депозиты, у вас 100% есть такая идея. Я с этого начинал, я приходил, я еще раз говорю, у меня не было толком денег даже на депозит. Я приходил, я думал, я сейчас буду разгонять депозиты из тех сумм, что у меня есть, а потом заработаю миллионы и буду соблюдать риски. Не получится так. Не получится у вас так, к сожалению. Это так не работает. И дело не в капиталах. И прежде чем я это понял, ушло несколько лет на то, чтобы я это понял. Дело не в капиталах. Если у вас будет большой депозит, вы будете точно так же рисковать. Вам необходимо начать торговать адекватно. С соблюдением риск-менеджмента, мани-менеджмента, с написанием торговой системы и так далее. Только это способно приносить вам деньги. Других вариантов у вас попросту нет. Не существует их. Тогда какой минимум у вас должен быть? Вот здесь указан минимум. Сколько у вас должно быть капитала для минимума? Это самый минимум. Ниже можно, но нежелательно. Если будет еще ниже, то прямо вам будет очень сложно выдерживать риски. Скажем, прямо геморрой будет. Это минимум. Но я думаю, что 60 тысяч рублей заработать можно даже в глубинке. Проблем для этого, опять смотря, что там за глубинка, но проблем, я думаю, для этого нет никакой. Для крупного города 60 тысяч рублей – это один месяц заработка, в принципе. Нормальной такой работы. При этом я еще раз подчеркну, можно меньше, с меньшими суммами, но придется рисковать. И тогда риск потерять будет больше. И здесь работает, понимаете, в чем дело? Чем меньше ваш депозит, тем больше вам нужно будет рисковать. И вы как думаете, что риск у вас будет плавно увеличиваться, грубо говоря? Что как-то вот так у вас будет вероятность потерять, да? Расти. А она растет вот таким макаром. То есть из-за того, что вам придется больше рисковать, большое плечо подключать, у вас риски вот таким макаром, по сути дела, вырастают. И по этой причине, конечно, должен быть у вас первоначальный капитал. Но это никакая не проблема, на самом деле. Если вы будете правильно торговать, то, поверьте, вы найдете и инвесторов, и людей, которые вам будут давать деньги и начать торговать. Я своим студентам деньги даю. Если хорошо торгуют, я им деньги даю. Главное просто правильно делать правильные вещи и торговать правильно. Тогда у вас будут и инвесторы, и появится капитал. Поверьте, здесь даже, мне кажется, магия какая-то работает, потому что мой пример возьмите. У меня толком денег не было. Но откуда же я взял сейчас десятки миллионов? Ну как вы считаете? Это ж работает таким образом. Ты умеешь правильно торговать, у тебя деньги сразу приходят. Понятно, что хорошо, если у вас хорошая работа. Вы можете одновременно работать, копить себе на депозиты, вообще прекрасно. Если у вас этого нет, туговато будет, нужно будет искать инвестиционные деньги. А здесь нужно сделать одно пояснение. При текущем законодательстве, без соответствующей документации, без лицензии, вы не имеете права на осуществление доверительного управления. Более того, вы как физлицо не можете это делать. Вам необходимо являться юрлицом. Поэтому вам нужно будет искать клиентов, которые будут готовы на доверии стать для вас, соответственно, инвестором. Здесь один разговор. Либо вам необходимо уходить работать в те компании, у которых есть лицензия. Для этого вам нужна любая брокерская компания, у которых есть доверительное управление. В каждой брокерской компании есть свои условия. Для некоторых потребуется какое-то образование. Например, статус квал-инвестора вам потребуется. Или вам придется сдать аттестат ФСФР, так называемый.
Здесь уже просто спрашивайте у брокеров, какие у них требования. Есть брокеры, у которых нет никаких требований к образованию, просто достаточно того, что вы умеете торговать. Их мало, но они есть. В России их маловато, потому что регулятор, к сожалению, требует от финансовых аналитиков, финансовых советников, коим вы будете, наличие соответствующего образования. На Западе есть много форекс-компаний, которые могут вам выдать, соответственно, возможность заработка на инвестиционные деньги без соответствующего образования. Кроме того, вы можете заниматься ПАМ-инвестированием. Грубо говоря, вы торгуете на своем торговом счете, при этом продаете свои торговые сигналы. К вам подключаются разные инвесторы, и, соответственно, у вас появляется большой пул денег, на который вы торгуете. Также есть ресурсы автоследования. Один из самых крупных, на мой взгляд, это Common. Ссылочку на Common я вам оставлю в описании и также оставлю в комментариях. Это ресурс Финама. Там вы можете зарегистрировать свой счет и торговать. Если вы будете торговать правильно, у вас будет соответствующая статистика, а люди будут приходить и приносить, грубо говоря, вам деньги. Ссылку, которую я дам, ссылка реферальная. В зависимости от вашего торгового оборота я что-то заработаю. Но учтите, что тема с доверительным управлением очень скользкая. Вам нужно уметь торговать, иначе будут вот такие вот варианты. Как житель Казани лишил граждан на более 120 миллионов рублей. Сами просто подумайте, что потом вам будет откручивать, если вы сделаете подобным образом. Если вы не понимаете, как торговать, не знаете, как это делать, вероятность того, что вы деньги потеряете, крайне высока. И если вы думаете, что вам не жалко этих трейдеров-инвесторов, вернемся на предыдущий слайд. Поскольку сейчас доверительное управление запрещено между физлицами, отвечать вы будете своим имуществом. Поэтому вполне вероятно, что на вас повесят долги, и это все очень плохо закончится. Ну, я знаю как минимум несколько таких людей, которые тоже понахватались доверительного управления под расписки, естественно, слились, естественно, потом объявляют себя банкротом. Ну, такое, короче, лучше в это не попадать, сами понимаете. Не забывайте всегда, что вы можете, если умеете торговать, вы можете торговать на зарплате. Для этого вам нужно найти хорошую проб-компанию. Их сейчас вагон и маленькая тележка, просто нужно уметь торговать. В этом основная загвоздка. Трейдеров, которые умеют торговать, их не так и много, поэтому, естественно, здесь всегда есть дефицит на этих трейдеров. Работодатели готовы платить успешным трейдерам от 40 до 300 тысяч рублей и более, в зависимости от того, какие обязанности они будут выполнять и с каким капиталом они будут работать. Здесь важно учитывать, что это ставка. То есть вы зарабатываете 300 тысяч рублей в месяц, это ваша ставка. Это если вы ничего на рынке не заработали, вы получили 300 тысяч. Но если вы заработали на рынке, вы получаете еще какой-то процент. С этими процентами тоже, конечно, не хорошо. Ну, понятное дело, что любой работодатель, будучи капиталистом, он работает в свои ворота. Трейдер из Англии, если память не изменяет, из Британии, Великобритании, он обрушил валюту целой страны. Вот здесь вот будет подсказка, которая приведет вас на эту историю. Посмотрите, очень интересно, на нашем канале есть. Он обрушил валюту целой страны, заработал при этом сумасшедшие миллионы. Ему с этого ничего толком не выплатили, какой-то, по-моему, 300 тысяч долларов ему за это заплатили, а он заработал там очень много, там кучу миллионов. Он на это обиделся и уволился. Ну, в России примерно происходит то же самое, то есть с этими процентными ставками постоянно есть мухлёж какой-то. Если вы не из богатой семьи, если вы там откуда-то, понимаете, из глубинки с выгребным туалетом, для вас это шанс. Это ваш шанс. То есть у вас варианта нет, заработайте себе капитал, потом будете уже работать на себя. До этого вы обязательно дойдете. Все это время я подвожу вас к одной простой вещи. Вы можете зарабатывать здесь миллионы. Здесь реально очень много денег. Очень много денег. Но вопрос в том, как этим стать. Как зарабатывать миллионы, да? И в первую очередь вам необходимо изучить теорию, разобраться с видами рынков, инструментов, с видами торговли, способами анализов графиков, получить систему и так далее, или написать ее, разработать ее, протестировать ее. Это не так просто. Если бы было все так просто, что вы пришли, кнопку нажали, заработали, ну, понимаете, ну, это не так просто, в общем, да? Мы с вами, взрослые люди, понимаем, что тут придется потрудиться. Сразу отбросьте, пожалуйста, идею самообучения, образования, там, по вебинарам каким-то бесплатным в Ютубе и так далее. Я понимаю, что у вас нет денег. Я понимаю, что вы явно сюда пришли не потому, что у вас
богатый там дядя оставил кучу вилл в наследство, и вы пришли сюда раскачать их, там, разогнать и так далее. Я понимаю, что вы сюда пришли без денег, так же, как я пришел сюда без денег в свое время. Но вы должны пройти качественное обучение. Других вариантов у вас попросту нет. Естественно, я рекомендую вам свое обучение, поскольку оно очень по доступной цене для вас. Оно очень по доступной цене. Более доступного обучения, чем наше, я, наверное, не встречал. Его хватит уже для начала, чтобы вы потихонечку выходили в плюсовую область. Но отбросьте идею, даже, допустим, не мое обучение вы хотите, допустим, не внушаю вам доверия, хорошо, разобрались, окей, какое-то другое, но вы должны обязательно пройти обучение. У вас не получится зарабатывать, занимаясь самообучением. Вы не изучите трейдинги, вы не разработаете никогда ни торговую систему, это миф. У вас не получится зарабатывать на самообучении, не получится. Никому из вас в голову не приходит изучить вождение автомобиля по роликам на ютубе. Понимаете? С чего вы решили, что тут так получится? Не получится. Самоучек в трейдинге нет. Поначалу есть, профессионалов самоучек нет. Ни одного не знаю профессионального самоучку. Ни одного. Не бывает их, вам все равно придется обучаться. И вот сколько вам потребуется времени для изучения теории. Если вы уже знаете основы, что такое свечки и так далее, вам нужно будет штудировать механику рынка и понимать, как работает рынок, как сводятся рыночные ордера, лимитные и так далее. Это самая сложная часть обучения, и пренебрегать ей нельзя. Самое сложное, потому что мы в реальности с этим не связываемся, и поэтому этим знанием не с чем скрепиться. Вот в реальности как? Мы пришли на базар, у нас есть покупатель и продавец. Я хочу купить, ты хочешь продать. Сделали сделку. А на рынке 4 участника. 2 покупателя, 2 продавца. Мы в реальной жизни никогда с этим не сталкиваемся. И поэтому это сложно будет понять, но если вы это поймете, тогда я не вижу никаких преград, чтобы вы зарабатывали. Тогда других вариантов попросту нет. Но это главное понять. Никто из... ладно, окей, никто. 90% людей, которые приходят на рынок, этого не понимают. Они не понимают, они теряют на этом деньги, потому что они этого не понимают. Я забираю у них деньги. Человек, который это понимает. Вы будете забирать у них деньги. Человек, который будет это понимать. Вот здесь я оставлю ссылку на вебинар, который посвящен механике рынка. Посмотрите его, будете это понимать. Это на самом деле не так сложно, как я здесь пытаюсь объяснить, но понять будет сложно. Торговать будет очень легко. Потом, впоследствии, когда вы будете изучать трейдинг, вы 100% найдете кого-то еще другого, кто будет с умным видом рассказывать вам про какие-то новости, которые вышли и повлияли на рынок. Что вот или крупный игрок, маркетмейкер, который захватывает стопы, ликвидность и так далее, разводит всех, тварь такая на стопы. Запомните, ни новости не влияют на рынок, ни крупный участник не влияет на рынок, маркетмейкер, который разводит на стопы. Влияет только механика рынка, только спрос и предложение. И вот понимать это, безусловно, нужно. Если вы это не поймете, вы никогда на жизни не заработаете. Что же касается новостей, у вас, как же так, новости не влияют на рынок? Ну вот вышла новость, я вижу, что рынок повлиял. Не новости сами по себе влияют, а реакция участников рынка на эти новости влияет. И подчас выходят негативные новости, инвесторы думают, что сейчас рынок обвалится, а рынок не обваливается, а наоборот вырастает. Потому что остальные крупные участники восприняли эту новость как позитивную, понимаете, и покупают. Вот так это работает. И чтобы это понять, нужно знать механику рынка, потому что вы по графику уже будете понимать, куда сейчас распределен капитал. И вы уже будете знать, ага, у меня капитал распределен сейчас больше в покупке. Так какой хера я буду реагировать на эту негативную новость? И вы удивитесь, как много выходит негативных новостей, на которые рынок реагирует позитивом. И это происходит не просто так, потому что есть перетекание капитала, и вы будете это знать. После того, как вы изучите теорию, вы сможете практиковаться и набивать руку. И, безусловно, вначале лучше это делать на небольшом реальном счете, или если у вас совсем нет денег, тогда уже на демо-счете. Но лучше небольшой реальный счет, чтобы вы теряли деньги, если вы теряли деньги и чувствовали это, что вы теряете деньги. Что это не просто что-то эфемерное, там, виртуальная какая-то валюта, что вы теряете свои деньги. Это влияет на психику и, конечно, это позволяет торговать. Только опыт, только практика, только знания и теорию, которую вы получите в ходе обучения,
Только это работает, по-другому здесь никак. Не существует ни одной готовой торговой стратегии, которую вы сейчас скачаете, будете использовать. Не существует индикатора, который вы найдете и будете торговать. Не существует закономерности, которые вы узнаете, услышите у блогера и будете на ней зарабатывать. Не бывает так. Вам придется разрабатывать все под себя. По-другому это не работает. Не существует готовых, понимаете, решений. Не бывает их. Придется разрабатывать под себя. Но это никакая не проблема, на самом деле. Это звучит проблемно, но это никакая не проблема. Потому что если вы знаете и понимаете, на чем здесь трейдеры зарабатывают, имеете действующие рычаги, как на этом зарабатывать, для вас это вообще никакая не проблема. То есть вы можете составить свою торговую систему и зарабатывать. Я рекомендую пройти вам наше обучение. В нем уже все собрано и дан пошаговый алгоритм. Делай первое, второе, третье, четвертое, пятое. С его помощью вы будете понимать, читать рынки, будете смотреть за рынком, понимать, куда перетекают капиталы, начнете на этом зарабатывать, ставите свою торговую систему уникальную. Не бойтесь этого. Я понимаю, что многих какая-то торговая система, слушай, я тут что, бухучет какой-то прохожу, я пришел сюда зарабатывать. Поверьте, так думает большинство. И это не ваше конкурентное преимущество. Если вы будете думать так же, как большинство, вы будете деньги терять. Я дам вам конкурентное преимущество. У вас появится то, с чем вы придете на рынок. То, чем вы будете конкурентны перед остальными. Потому что у меня вы деньги точно не заберете. Это невозможно. На рынке невозможно забрать у меня деньги, потому что у меня большой опыт. Но вы подумайте, как вы будете деньги у других участников рынка забирать, да? У вас должно быть конкурентное преимущество. Я расскажу вам, в чем ваше конкурентное преимущество. Вы составите систему. Это несложно, поверьте. Вы будете понимать рынки, будете читать спрос и предложение, поймете, как это делать. Самое главное, научитесь на рынке зарабатывать. Так же, как я зарабатываю, так же, как мои действующие студенты, будете зарабатывать. Поверьте, здесь очень много денег. Всем нам хватит. Всем нам хватает, и дай бог, чтобы лавочка не закрылась. Я думаю, что разговоры ходили, но, слава богу, передумали, да? Думаю, что не закроют. Поэтому у нас пока что, у людей из СНГ, только один способ заработка остался. Это вот трейдинг, финансовые рынки. Других источников заработка у нас отобрали их, украли, понимаете? У нас вот остался только один вариант. Дай бог, чтобы он существовал, поскольку он меня сделал богатым. Он кучу людей сделал богатым. Столько людей поменяли свою жизнь, и я желаю вам поменяться то же самое. Ладно, на все находится ссылка в описании, работаем полностью в белую. Выдаем чеки об оплате, у самих есть лицензия на образование, сами аттестован Банком России. 7 лет мы обучаем уже трейдеров, меняем их жизнь. И за эти 7 лет я не в бегах, я не в Дубаях где-нибудь скрываюсь. Я нахожусь здесь, в России. Это уже само по себе является гарантией. Не заведено ни куча уголовных дел, я не скрываюсь где-то, понимаете? Что это как не показатель того, что мы делаем все правильно? Я желаю вам удачи, счастья, зарабатывайте.